Привет, друзья! Сегодня мы с вами разберем новые легендарные свойства ветки совершенствования. С переходом на Пекло 7 появилось несколько новых легендарных умений, которые мне очень понравились. Я протестировал 3 из них и могу сказать, что они дают серьезное преимущество. И сейчас мы подробно разберем эти умения, протестируем их на поле боя и в портале дерзаний, а также разберем, какой из них лучше для чего подходит. Так что устраивайтесь поудобней и заходим в игру. И, ребят, конечно же, вы все знаете, что каждый новый уровень нашего героя дает нам очки, которым мы можем качать ветку совершенствования. Это все находится под гамбургером, и вот эта вот кнопка совершенствования. Нажимаем ее, и мы попадаем во все наши ветки совершенствования. Вы видите, что у меня сейчас выбрано метатель и выбраны определенные скиллы, которые описаны справа. Да, если мы нажмем вот эту кнопочку в левом нижнем углу, мы можем посмотреть все умения специализации или всю ветку совершенствования, которую я выбрал. А также мы можем увидеть наше легендарное умение совершенствования. Более того, ребят, прокачивая ветку совершенствования, мы получаем бонусу: броню, пробивание брони, мощь, сопротивление, урон и здоровье. И это серьезно бустует нашего героя. Но сегодня я хотел поговорить именно о новых легендарных умениях совершенствования. Они находятся в самой правой части, вот под разделом «Легендарные умения». Нажимаем, и мы переходим во все наши легендарные умения. Они, ребята, у нас еще прокачаны не полностью, это зависит от уровня сервера, потому что нам нужно распределять очки, которые мы набираем при переходе на следующий и следующий уровень. И самое интересное, ребят, тут, что мы их можем менять и назначать на определенный билд. Для PvP хорошо одно, для PvE совершенно другое. Это делается, ребят, очень просто. Мы выбираем какое-либо прокачанное легендарное умение, нажимаем на него, нажимаем на кнопку сброса всех очков. У нас сразу же сбрасываются очки. В верхнем углу вы видите, что очки сброшены. У нас есть 80 нераспределенных очков. Выбираем какое-либо новое умение, нажимаем максимальный уровень прокачки, прокачиваем, и дальше мы его можем активировать, чтобы оно действовало. И видно, что справа легендарное умение изменилось. Мы можем нажать, посмотреть, и действительно оно изменилось на жнец душ. Теперь у нас в этом билде, если мы его сохраним, будет жнец душ. И, ребят, сегодня я хотел поговорить именно о 3 новых легендарных умениях. Это жнец душ, это морозный заряд и проклятие слабости. И давайте подробно разберем бафы, которые они дают. Вот, например, первый жнец душ. Собирает души убитых врагов и дает вам щит, поглощающий урон в размере 10% вашего максимального запаса здоровья в течение 3 секунд. Не действует на одну и ту же цель чаще раза в 10 секунд. Когда вы собираете душу игрока, эффект утраивается. Это отличное легендарное умение, которое будет работать как в PvP. Если ваш герой на поддержке и у него много щитов, то это сильно бустанет его щит. Но это также будет интересно и для меня, охотника на демонов, в PvE. Например, в портале дерзаний, который я прохожу на недостаточном боевом рейтинге, и все монстры значительно сильнее, а твой урон значительно ниже. Мы сегодня пройдем одну каточку и посмотрим, как это работает. Следующее легендарное умение — это морозный заряд. Умение с рывком. Выпускают вокруг вас заряды льда, поражающие противников окоченением и снижающие их скорость атаки и передвижения на 30% на 3 секунды. Не действует на одну и ту же цель чаще раза в 10 секунд. То есть получается, раза в 10 секунд он действует на 3 секунды. Очень крутое умение, и оно отлично сочетается с новой сущностью на плечах Calamicious Escape, рискованный побег, по-моему, когда ты прыгаешь через игрока, и он получает больший урон, и еще мы с помощью этого легендарного умения снижаем его скорость атаки и передвижения на 30% на 3 секунды. И что касается третьего умения, проклятие слабости,
оно относится к эффектам контроля. Ваши эффекты контроля также поражают врагов проклятием слабости, уменьшая наносимый урон на 30% на 30 секунд. Не действует на одну и ту же цель чаще раза в 10 секунд. Вы видите, что вот эти умения, проклятие слабости и морозный заряд, они очень похожи. Морозный заряд активируется рывком, а проклятие слабости — эффектом контроля. При этом на отрыв для охотника на демонов мы можем поставить сущность, по-моему, растущая жестокость, Escalating Violence она по-английски называется, и там как раз ты тоже прыгаешь через игроков вперед и при этом начинаешь их контролить. В общем, очень интересные две сущности. Давайте проверим, как они работают на поле боя. Ну, какую мы с вами выберем? Давайте сначала выберем морозный заряд. Умение с рывком снижает скорость атаки и передвижения на 30%. Значит, эта штука у нас хорошо будет работать с Calamicious Escape. Выбираем ее. Как мы это сделаем? Мы сбросим свободу смерти, активируем максимальный уровень здесь. Ребят, это все равно не будет работать. Сначала нужно поменять билд. Ребят, давайте с вами поменяем билд на PvP и проверим это все на поле боя. Итак, меняем наш шаблончик на PvP. Активировать. Все перенести. И смотрите, ребят, он у меня перенесся, но у меня раньше здесь такой шлемик обозначался, а теперь он куда-то пропал. У вас есть такая фигня? Если есть, напишите в комментариях. Может, это какой-то баг? Давайте еще раз активируем. Нет, все равно не появляется. Итак, мы активировали наш PvP билд, и теперь выберем легендарное свойство «Морозный заряд». Как мы это сделаем? Мы сбросим все у свободы и смерти и активируем все эти очки на морозный заряд. Смотрите, у нас здесь теперь нужно изменить еще сушку одну. Передаем сущность и смотрим, что у меня сейчас находится на плечах. Рискованный побег. Это будет работать... это как раз и будет работать отлично с этим легендарным умением. Да, то есть мы совершаем рывок вперед, раскалываем броню противников, и наше легендарное свойство как раз еще снижает их скорость атаки и передвижение на 30%. Ну, давайте посмотрим это в умениях. Если мы выберем наш отрыв, то мы увидим. Отрыв теперь позволяет вам совершить рывок в указанном направлении, нанося 30 тысяч урона, между прочим, а также раскалывать броню пораженным противникам, который получает от вас на 40% больше урона в течение 2 секунд. Отлично. Вот, мы исправили наш билд, и давайте заходим на тренировочную площадку. Выбираем сопровождение, добавляем ботиков. Давайте уберем парочку, даже троечку, да, не рискованно, и начинаем тренировку. В общем, основная цель здесь, ребят, это прыгать через противников с помощью рывков. И тогда будут активироваться все наши бонусы. Давайте прилетим сразу же к ребятам нашим. И что интересно, это то, что у меня есть сущность, которая избавляет меня от восприимчивости к контролю. Поэтому я легко ускользаю от всех контролирующих эффектов. Я немного, по-моему, описывал эту сущность в одном из PvP-билдов. В общем, посмотрите, пожалуйста, это видео. Ну, здесь я немножко замешкался, меня убили. Давайте сейчас посерьезнее отнесемся к делу. И да, я удалил вообще 3 игроков. У нас не совсем... Вот, мы, смотрите, прыгаем через них. И у нас при этом они получают больший урон, и еще их скорость передвижения уменьшается. Задача, короче, прыгать через наших друзей. Слушай, а сильные, блин, сильные боты. Ну, что-то эта легендарочка, по-моему, не так уж и круто работает, да? Так, мы ее загасили. И этих загасили. Нужно помнить, что все это действует раз в 10 секунд только на одного игрока и только в течение 3 секунд.
нас все время выносит. Но, тем не менее, наш идол двигается. И вы видите, что я, когда прыгаю, ну, это мне прям дает большое преимущество. Законтролить меня практически невозможно в игре, потому что у меня есть сущность, которая позволяет избежать контроля. Кстати, на джойстике это не так прикольно прыгается. Ой, давайте, ребят, бежим сюда отлечиваться. Когда я играл и проверял это легендарное свойство на iPad, у меня гораздо получалось быстрее прыгать. На джойстике тут нужно предноровиться. Давайте еще разок я попробую показать, как это работает. Чок-чок. Отстреливаемся. Прыгаем через него, отстреливаемся. Прыгаем через них, отстреливаемся. Да чё вы не умираете-то, блин, такие сильные? Вообще жопа какая-то. Ну, короче, эта легендарочка, по-моему, ни хрена не работает так, как надо. Давайте посмотрим наше следующее легендарное умение. Да, это проклятие слабости. Оно работает немножко по-другому. Оно работает именно с моими эффектами контроля. Давайте его теперь выбираем. Сбрасываем это. Выбираем максимально это. Ну и максимально распределяем оставшиеся очечки, да? Все, мы распределили ветку совершенствования, но мы теперь немножечко изменим нашу сущность. Нам нужен контроль, да, на рывке. Поэтому мы изменим сущность на... Какая же у нас здесь была? Растущая жестокость она называется. По-английски Escalating Violence. И здесь у нас как раз будет контроль. Вот смотрите, я когда перехожу в умение, смотрю на наш отрыв, он у нас дает контроль и рывок. И у нас отрыв позволяет совершить рывок вперед, наносит уже 39 тысяч единиц урона противникам, обездвиживает их на 3 секунды и не дает применять умение с рывком. Уже поинтереснее, ребят. Ну, давайте тестируем, как это будет работать на тренировочной площадке. Выбираем сопровождение, убираем теперь парочка ботов. Я думаю, что не стоит показывать, как это было в прошлый раз. Такие же результаты. Начинаем тренировку. В общем, ребят, у нас теперь немножко другое свойство и немного другая сушка. Она работает по-другому, но весь принцип точно такой же. Тебе нужно прыгать через игроков. Только мы их будем обездвиживать и наносить потом... И, в смысле, сейчас это неудачно что-то было. Ну, конечно, вот джойстик, мне нужно подноровиться. Я какие-нибудь каточки буду играть чисто на джойстике, чтобы не ударять в грязь лицом потом. Да что такое? Итак, ребятки, давайте прибегаем к нашим друзьям и прыгаем через них. Опять же, у меня есть эффекты антиконтроля, поэтому законтролить меня не так просто. Вот сработал мой спаситель на гладиаторе. Мы просто прыгаем через игроков. И нас опять убивают. Давайте попробуем еще разок. Прыгаем через игроков. Видите, это в принципе работает, причем довольно неплохо. Просто нужно, ребят, приноровиться с джойстиком играть. Тут основное это проблема, что я играю на джойстике, это не так удобно. Ну, идут убийства, причем не очень даже плохо, я бы сказал. Давайте все, теперь убегаем отлечиваться. И, конечно, хоть они и боты, но они вешают немало всяких эффектов и контроля, и проклятий. Ну что ты стоишь, ты ждешь, когда я тебя убью? Видите, мы не даем им здесь делать рывки. Убегаем опять отсюда, и сработал мой фамильярчик. Да, конечно, вот все эти нападающие навыки, именно когда ты бежишь и пушишь через игроков, они требуют какого-то сильного нефалема, да? Ну, то есть, конечно,
для охотника на демонов вот так вот бежать прям в лицо — это что-то необычное. Он обычно где-то сзади стоит и отстреливается, знаете, там своим огромным уроном. Но тем не менее, смотрите, мы двигаемся даже таким составом. Я тут разношу ребят этих. Да. Короче, ребят, вот эта комбинация вместе с растущей жестокостью и легендарным свойством, которое у нас действует на эффекты контроля, мне кажется, работает лучше. Что вы об этом думаете, напишите в комментариях. Но я думаю, что вот эта вот комбинация работает прям очень неплохо для PvP. И, ребят, следующее легендарное умение у нас — это Жнец Душ. Тут все у нас завязано на щите, и, скорее всего, это лучше всего подойдет для моего PvE билда, где мне нужно будет иметь щит, сражаясь с монстрами, которые значительно выше моего уровня боевого рейтинга. Давайте сначала сменим наш билд на PvE, чтобы попробовать портал дерзаний. Опять, смотрите, здесь не горит никакой иконки, что этот билд у меня активен. Да? И теперь мы сменим легендарное свойство на Жнец Душ. Мы сбросим нашу свободу в смерти и назначим все очки на Жнец Душ. Более того, мы его активируем. И теперь у нас здесь метатель с Жнецом Душ. Я ничего из умений не буду менять, так как это свойство у нас зависит от того, когда мы убиваем монстров, у нас появляется щит. И давайте пойдем в портал дерзаний. Смотрите, ребят, я уже на 530 уровне, и для 530 уровня требуется боевой рейтинг 50-665. Давайте посмотрим, какой у меня боевой рейтинг. 49-960. Интересно, мне удастся следующий уровень взять? Вообще, я не понимаю, как переходить на следующий уровень сложности, который будет через 4 недели, блин. Если его не понерфят, не снизят планку, чтобы было, например, 50 тысяч для перехода на следующий уровень сложности Пекло 8, то как набирать и откуда, я совершенно не знаю, у меня никакого дропа нет. Напишите, какой у вас боевой рейтинг в комментариях. Будет интересно узнать. Но я думаю, что смогу взять 531, потому что, по-моему, у меня есть бонус к боевому рейтингу в порталах дерзаний. Посмотреть это можно в ваших проклятых башнях, какие бонусы дают они. Давайте посмотрим. Первая башня плюс 50 к боевому рейтингу в порталах дерзаний. Вторая плюс 15 к вероятности получения. Это совсем не то. Вот у нас есть башня, которая дает нам еще 50 БР в портале дерзаний. Это, кстати, отлично. Почему нужно, ребят, входить в клан, у которых есть классные башни? Но у нас слабый клан, у нас не легендарный, а вот только можешь получить боевой рейтинг для PvE. Ну что, давайте, ребят, попробуем с этим легендарным умением Жнец Душ пройти 531 уровень. Мой боевой рейтинг 49960, он будет 50 тысяч 10, наверное, а нужен на 700 больше. И смотрите, мы проверяем мой БР внутри портала, он действительно на 50 больше, 50 тысяч 10. Надеюсь, нам что-то даст. Что-то я не вижу, как у меня отображается щит. Давайте посмотрим, какой у нас штраф. Минус 89 к урону, то есть я 10% урона всего отдаю, и плюс 900% к урону. Ну, не знаю, получится такой пройти. Это прям особенно на джойстике. Щит, который я сейчас вижу, он от котика. Второй щит от одной из легендарки. Но, по-моему, все-таки какой-то двойной щит. То есть вот легендарное умение все-таки накладывает определенный щит. Этот PvE билд я использую и для открытого мира, и для портала дерзаний, и для боссов. Он довольно мощный. Вот, но по БРу он все еще ниже 50 тысяч, ребят. Выпьем здесь. Ой-ой-ой, куда это мы пошли?
Ну, конечно, боссы очень сильные. И здесь важен будет дополнительный щит. Этот щит, он будет суммироваться с другими щитами, с котиками, например, с шарлатаном, если у вас зеленый комплект предметов есть такой. У нас, ребят, началась битва теней, но я попозже подойду на нее. Ну, что-то очень сложные монстры, ребят. Мы погибли. Ну что, ребят, у нас осталось 9 минут до битвы теней. Я сейчас пойду, сделаю катку. А вы, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам эти новые легендарные умения, что вы о них думаете. Мне очень понравилось умение с рывком, которое замедляет противников. И я думаю, что поставлю его на свой PvP билд и попробую сыграть сегодня несколько каток, посмотреть, как это будет уже работать на реальных игроках, а не на ботах из поля боя. И если, ребят, вам понравился этот ролик, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А мы с вами увидимся в следующем видео.